От пациентки онкология грудной железы удалена 9 лет назад. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 73 лет, дата исследования 14 августа 2023 года, область исследования органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани неравномерна, за счет участков вздутия легочной ткани, участков локального пневмофиброза. Преимущественно в базальных отделах и паракостально. С обеих сторон сформированы немногочисленные фиброзные тяжи, участки консолидации легочной ткани. Справа, по боковой поверхности С1, по плевре первого межреберья определяется мягкотканный очаг размером 15 на 5 на 12 мм. На уровне 3 ребра аналогичный очаг размером 18 на 5 на 9 мм. По медиальной ключичной линии во втором межреберье очаг размером 9 на 7 на 9 мм. Данные очаги активно накапливают контраст. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Бронхи в центральных отделах тракционно расширены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено. Новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 16 мм, с формированием анкилоза, явление остеопороза. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам коронарных артерий и аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Правая молочная железа удалена. Данных за местный рецидив не получено. При введении контраста другие очаги патологической васкуляризации не выявлены. Заключение КТ: картина секундарного поражения плевры, неравномерной пневматизации легочной ткани, участков локального пневмофиброза, хронического бронхита, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. 8 октября 2023 года М.Н. доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: по плевре правого легкого есть 3 метастатических очага. Они небольшие, но активно копят контраст. Вам нужно показаться онкологу. В остальном все по возрасту.